Тельцы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2026 года. Месяц вашей личной энергии, когда многое будет зависеть именно от вашей инициативы. Марс практически весь месяц еще будет находиться в вашем знаке. Вы будете чувствовать прилив сил, желание действовать, двигаться, решать вопросы без промедления. Это ваше топливо. Вы станете быстрее, смелее, настойчивее. Окружающие это тоже заметят. Июнь буквально кричит вам, тельцы, вперед. В конце месяца одно из главных астрологических событий — Меркурий разворачивается в ретроградное движение. Энергия месяца сделает интересный поворот, всплывут старые переговоры, забытые документы, недоделанные дела, связанные с общением, с поездками, финансами, транспортом. Именно сейчас вы можете закрыть то, что висело месяцами, исправить ошибки, пересмотреть свои ценности, источники дохода. Если вы планируете крупную покупку, автомобиль, либо гаджет какой-то, вложение, инвестиции, делайте это до 26 июня, пока Меркурий в прямом движении. Новолуние в вашем секторе финансов откроет новый финансовый цикл, появятся новые идеи заработка, предложения, новая работа, вы пересмотрите свои расценки, может быть, найдете дополнительный источник дохода. И самый главный подарок месяца и вообще всего года — Юпитер, планета удачи, роста, расширения, в конце июня переходит в знак Лев на целый год. Ваш сектор дома, семьи, недвижимости, все, что связано с жильем, с родителями, переездом, уютом, расширением жилплощади, все это начнет расти и улучшаться. Для кого-то из вас транзит принесет расширение жилплощади, кому-то пополнение в семье, кому-то долгожданный переезд. Июнь — это только старт большого цикла, и я подробно расскажу об этом в отдельном видео по Юпитеру. Пишите, вы хотите для каждого знака отдельный прогноз на Юпитер, либо для всех знаков в одном видео собрать прогноз. По традиции, мои подписчики уже знают, мои постоянные зрители, что для того, чтобы месяц проигрался в плюс на высоких этажах энергии, пишите в комментариях во благо мне и моей семье, принимаю и благодарю. После слов «принимаю» можете написать то, что хотели бы получить от июня. Переезд, не знаю, покупку крупную, ценную какую-то, либо воссоединение с семьей. Неважно, все, что сейчас вам нужно, отношения, работа, финансы, пишите и обязательно в конце благодарите. И есть еще одно очень классное, денежное, радостное, удачное, счастливое событие в этом месяце, которое очень редко происходит. О нем я вам скажу позже. 1 июня Меркурий переходит в знак Рак, в ваш третий дом гороскопа, который будет очень активным в этом месяце. Сектор общения, информации, коротких поездок, переговоров, документов, контактов с братьями, сестрами, соседями и коллегами, с нашим ближайшим окружением. Меркурий — это наши мысли, слова, общение, переговоры, документы. Меркурий отвечает еще и за транспорт, любые денежные расчеты. Вот вся эта меркурианская энергия до конца июня, пока она будет в прямом движении, будет направлена исключительно на сферу ваших коммуникаций с вашим ближайшим окружением. Ваши мысли, разговоры будут возвращаться к теме прошлого, семьи, эмоциональных привязанностей. Вы будете обсуждать семейные планы, договариваться о чем-то с родственниками, может быть, ездить к родственникам, либо они к вам приедут, помощь могут у вас попросить. Переговоры будут с братьями, сестрами, возможно, у них важные события в жизни, новости какие-то от них. Начнете обсуждать вообще что-то важное, которое связывает вас, то, что давно откладывали. Возможно, поедете к родителям, поможете с дачей, организуйте семейный сбор. Документы тоже будут касаться этих тем. Это оформление договоренностей, переоформление бумаг на родственников, соглашение о наследстве, коммунальные счета, документы на дачу, участок, недвижимость. Внимательно проверяйте каждую цифру. Меркурий в Раке очень эмоционален и легко ошибиться в расчетах. Короткие поездки будут, может быть, на родину или туда, где вы когда-то жили. Транспорт может потребовать внимания, замена масла, техосмотр, ремонт машины, возможно, покупка билетов для семейной поездки. Может, вы будете разбирать старые бумаги, письма, семейные архивы какие-то. Меркурий в Раке заставит вас перебрать то, что хранилось годами. Он будет в вашем третьем доме гороскопа долго, до 9 августа. В конце месяца он будет делать ретроградную петлю. И вот тут важный момент. Я отдельно расскажу в отдельном видео про ретро-Меркурий в третьем доме гороскопа, что он будет приносить вам, но не совершайте каких-то крупных покупок до 26 июня, не подписывайте важных бумаг,
После того, как он развернется в прямое движение, а это будет 23 июля, тогда вы будете решать какие-то важные вопросы. Лучше в период с 26-27 июня по 23 июля важного ничего не предпринимать. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите в комментариях, какие у вас планы, я скажу, можно это делать или нет. Возможно, вы будете делать ремонт по ретро-меркурию, это прекрасно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я там буду давать прогнозы. Это бесплатный телеграм-канал. Помимо ютуба я туда тоже для всех знаков пишу, что будет происходить. Так вот, с конца июня до 23 июля вопросы общения, поездок, документов не будут решаться так быстро, как вы планировали. Может быть, виза задержится или нужно подавать, возможно, права, нужно менять, да, у вас истек срок годности, водительские права. Процессы потребуют времени, паузы и, возможно, пересмотра каких-то решений. Не торопитесь, дайте себе время разобраться. И если планируете важные переговоры, собеседования, подписание бумаг, дальние поездки, делайте это до 26 июня. Для тех, кто впервые на моем канале, я делаю личные консультации в PDF-формате, провожу разборы. Пишите мне на электронную почту, либо Telegram, Instagram. Все ссылки есть в описании, в самом низу описания канала, либо в закрепленном комментарии оставлю прямую ссылку на мой Telegram. Цены я буду менять, поэтому, если вы хотели обратиться еще по таким ценам, пишите. И в закрепленном комментарии оставлю ссылку на инстаграм моего мужа. Он брокер по недвижимости в Дубае и Таиланде. Подписывайтесь на его инстаграм, там я тоже мелькаю в видео. Если у вас есть какие-то вопросы по недвижимости, вы хотели купить давно, приобрести и искали проверенного человека, то оставлю для вас контакты. 3 июня очень важный день. Меркурий из вашего 3-го дома гороскопа будет делать аспект к оси судьбы. Вселенная будет посылать вам подсказки через общение, информацию, контакты, через звонки, какие-то смски. Вы можете получить неожиданный звонок от брата, сестры, сообщение какое-то от коллеги, письмо какое-то важное, которое сначала покажется странным или нелогичным, но не отмахивайтесь от него. Именно эта информация приведет вас к правильному решению. Прислушивайтесь к тому, что будет в районе 3 июня, к информации, которая к вам придет. Возможно, вам в эти дни захочется проявить заботу о близких через общение, позвонить брату, написать сестре, помочь родителям с оформлением каких-то бумаг, заказать для них доставку, или вы решите съездить к родственникам на родину. День, когда ваша забота о близких вернется вам в многократном размере. Еще могут быть мысли о том, чтобы навести порядок в документах, перебрать какие-то старые контакты, пересмотреть планы на поездки. Если вы ждали ответа по какому-то запросу, транспорту, учебе, сегодня, в этот день, 3 июня, он может прийти и все расставить по местам. Не торопитесь, примите эту информацию спокойно, переварите ее, обдумайте. Скорее, она будет положительная и именно правильная, то, что вам надо, даже если сначала покажется странной. И лучше в этот день не игнорировать импульсы. Захотелось позвонить кому-то из родных, звоните. Захотелось помириться, миритесь. Или поехать куда-то захотели, езжайте. Потому что Вселенная на вашей стороне и мягко направляет вас туда, где вы должны быть. 9 июня самый лучший день месяца, вообще один из лучших дней всего года. Две самые щедрые планеты Венера и Юпитер соединяются в знаке Рака. Для вас, Тельцы, это происходит в вашем 3-м доме гороскопа. Общение, информации, поездок, переговоров, документов, контактов с братьями, сестрами, соседями, коллегами. Когда в этом секторе встречаются такие классные планеты, как Венера и Юпитер, они просто берут и дают вам то, что вам действительно нужно. Не когда-нибудь потом, а вот именно сейчас, именно в эту дату, пару дней до и после. Если вы хотите точно знать, в какой сфере проиграется у вас, посмотрите в натальной карте знак Рака, где у вас находится, какой там дом, какой дом попадает, где это соединение будет. Оно произойдет в 26 градусе Рака. Пишите мне в комментариях, и я вам отвечу. Не надо писать просто дату и спрашивать, что у меня будет. Так это не работает. Нужно все данные, и дата рождения, и место рождения, и точное время рождения. Либо сами смотрите, пишите мне какой-то дом, и я вам скажу, какие события могут проиграться. Итак, если вы работаете с информацией, с продажами, логистиками, переговорами, обучением, транспортом, доставкой, ждите удачу, потому что вы можете получить важное сообщение, звонок, письмо, которое перевернет ваши планы в лучшую сторону. Вы можете получить какую-то крупную сумму денег. Вас могут пригласить на встречу, где случится судьбоносное знакомство. Вам могут какой-то классный подарок сделать. Соединение дает расширение, поэтому ваши контакты и связи
сейчас пойдут в рост. Возможно, подвернется выгодная сделка, посредничество, контракт какой-то классный вам предложат, который принесет крупную сумму. Может быть, радостные события в вашей семье. Вы узнаете какую-то новость от родственников, особенно братьев, сестер. Вы можете узнать что-то важное, что повлияет на ваши семейные планы. Если вы одиноки, это соединение может проиграться как встреча будущего мужа или жены через общих знакомых, в поездке или просто через яркий, неожиданный разговор. Не отмахивайтесь от случайных сообщений, звонков, приглашений. Именно там вас может ждать подарок Вселенной. Деньги придут не просто от зарплаты, а именно какая-то крупная приятная сумма. Возможно, вы получите перевод, гонорар, выигрыш, подарок в виде ценной техники, там телефон, ноутбук. Вы можете купить дорогой гаджет, отправиться в спонтанную поездку семейную, оплатить обучение, или вам кто-то оплатит отпуск. Венера с Юпитером дает энергию изобилия. Все, что касается общения, информации и ваших контактов, сейчас идет в рост. Возможно, вам оплатят обучение какое-то дорогостоящее. Юпитер вместе с Венерой могут принести вам диплом, награду, медаль, оплату, грант какой-то. Может, вам оплатит государство обучение в международном каком-то колледже. Прекрасный день. Не может этот аспект пройти мимо нас, не принести каждому из нас какие-то подарочки, поэтому делитесь в районе 9 июня, что у вас там произойдет, дорогие тельцы. Этот же аспект может принести вам и предложение руки и сердца где-то в поездке, или может вам предложат встречаться в переписке. Венера с Юпитером в таком аспекте обожают помолвки, признания, тем более семейный знак. Может, вас позовут на мероприятие, где вы окажетесь в центре внимания, можете получить подарок, о котором даже не мечтали, или сами купить что-то крупное, может быть, транспорт, машину, мотоцикл. День, когда Вселенная буквально будет вам говорить: вот, бери, это твое, просто так. Если вам пишут, звонят, зовут куда-то, обязательно соглашайтесь, идите, отвечайте. Если вы давно хотели отправить важное сообщение, подать документ, записаться на курс, купить билеты, сделайте это 9 июня. Обязательно прямо сейчас пишите в комментариях: принимаю этот день и его дары для себя. Фиксируйте свое намерение. Венера и Юпитер соединяются очень редко. И это ваш шанс, не упустите его. Обязательно потом делитесь, что у вас произошло, какой вообще подарок преподнесла вам судьба. Может, у вас уже есть планы на эту дату, и вы знаете, что у вас классное мероприятие какое-то, свадьба или какое-то мероприятие семейное приятное. Еще, конечно же, это может быть очень важный, ценный документ, связанный, бумага какая-то с домом, наследством, семейным вопросом, с недвижимостью. А может, если вы работаете в сфере недвижимости, вы закроете какую-то крупную сделку, получите выплату, вам могут что-то одобрить, подписать, выдать. Можете получить долгожданную новость о поездке, подтверждение бронирования, получение визы в ту страну, куда вы мечтали поехать, билеты, приглашения от родственников, возможно, отправитесь к близким, или наоборот, они к вам приедут. Очень эмоциональное, радостное событие, которое запомнится надолго. И это событие будет связано с какой-то женщиной из вашего окружения. Это может даже родственница, мама, дочь, жена, сестра, коллега, если это не родственники. Какая-то приятная новость, событие, которое связано с этой женщиной, или подарок от нее. 13 июня Венера переходит дальше в знак Лев. Кстати, тельцы, это же ваша планета-управитель. Если вы асцендентный телец, особенно ярко это проявится соединение Юпитера с Венерой, вашей личности. Супер! У вас будут перемены в имидже, и подарки вы можете получать, и внимание. Классный месяц для вас, тельцы, вообще супер. Итак, переходит она в знак Лев, ваш 4-й дом гороскопа, сектор дома, семьи, недвижимости, ваших корней. Венера отвечает за деньги, комфорт, красоту, удовольствие, отношения. И вся эта энергия до 9 июля будет направлена на ваш дом, вашу семью, но с ярким львиным оттенком. Финансы в этот период пойдут через все, что связано с жильем. Если вы продаете или покупаете недвижимость, работаете в этой сфере, ждите удачу, объект будет красивым, статусным, цена выгодная. Покупатели или продавцы попадутся приятные, платежеспособные. Кому-то родители или старшие родственники подарят крупную сумму, помогут с ипотекой, с ремонтом или просто отдадут что-то дорогое, ценное для дома. Если вы работаете с интерьером, мебелью, текстилем, продуктами питания, ресторанным бизнесом, арендой жилья, именно сейчас ваше дело может пойти в рост. Венера во Льве обожает красивые статусные вещи и широкие жесты. Ваши клиенты будут щедрыми, проекты заметными.
Кто-то может в этот период открыть бизнес из дома, обустроить кабинет, мастерскую, начать работать удаленно, и это будет приносить вам доход. Делайте это именно с 13 июня. Вы даже типа с 9 можете сделать, когда там Венера с Юпитером соединяются. Делайте до 26 июня, пока Меркурий в прямом движении. Открывайте бизнес, начинайте, пробуйте, действуйте. И еще могут быть какие-то важные, радостные события. Вас могут пригласить на торжество, на юбилей, крестины, рождение, на свадьбу. Вы сами соберете близких за большим столом, если у вас есть повод. Может быть семейный отпуск, поездка к родственникам, просто яркий, красивый вечер в кругу семьи. В доме станет больше смеха, тепла, уюта. Лев не терпит скуки, поэтому Венера в этом знаке будет побуждать вас жить на широкую ногу, праздновать, радоваться жизни, особенно в кругу близких и семьи. Позвольте себе это. То, что вы заложите сейчас, останется с вами надолго и будет греть вас даже в самые холодные времена. Сейчас вы будете строить какие-то очень приятные воспоминания, связанные с семьей. Ваши дети принесут вам хорошие новости, вы ими будете гордиться. Возможно, поступление куда-то в престижный колледж, переезд, у них какие-то важные события, если это взрослые дети. Прекрасное время, прекрасный период. Венера будет приносить гармонию в вашу семью. И вопросы, которые связаны с недвижимостью, с переездом, если вы планируете, то Венера тут вам принесет улучшение вашего жилья, оно будет более шикарнее, статуснее, красивее, может быть район лучше. Прекрасный период для расширения жилплощади, потому что туда позже еще и Юпитер в конце месяца перейдет. Тельцы, делитесь, у кого намечается переезд в июне-июле. Конечно же, если вы одиноки, Венера во Льве принесет вам яркие отношения, знакомства, встречу будущего мужа, будущей жены. Отношения перерастут в будущем в семью. Может быть, у вас 13 июня свадьба, роспись, либо вы получите предложение руки и сердца. Вот до 9 июля, пока Венера будет идти по знаку Рака. Делитесь, тельцы, что у вас там в личной жизни происходит. Прекрасный период. 15 июня новолуние в Близнецах в вашем втором доме гороскопа. Сектор личных денег, заработка, имущества, ценных вещей, вашей самооценки. Новолуние дает старт. Это закладка нового финансового цикла на ближайшие полгода. Близнецы — знак информации, обучения, гибкости. Поэтому и деньги сейчас пойдут тоже через коммуникации, контакты, переводы, посредничество, обучение, через консультации. В ближайшие 2 недели вам может поступить предложение о дополнительном заработке, может быть подработка, связанная с текстами, переводами, продажами, консультациями, доставкой, логистикой, транспортом. Может прийти идея открыть новый источник дохода, блог, какой-то онлайн-курс, партнерскую программу. Если вы давно думали повысить расценки на свои услуги, запросить прибавку, сейчас самое время закладывать это намерение и сделать первый шаг. Еще это новолуние про пересмотр ценностей, не только денег, но и того, как вы себя оцениваете. Вы можете вдруг понять, что продавали свои услуги слишком дешево и принять решение больше так не делать. Покупки могут быть техники для работы, телефон, гаджет, который поможет зарабатывать, или что-то для обучения. По этому новолунию вы можете начать какое-то обучение, да, оплатить его, то есть потратиться на обучение, но потом оно вам принесет прибыль. Не знаю, там, к примеру, курсы SMM, таргета взять, обучение блогу. Прекрасно. Либо просто вы оплатите курсы языковые какие-то, визу можете оплатить. То есть траты будут на такие вот вещи. Для кого-то из тельцов это новая работа, новый источник дохода. В Близнецах вообще у вас может даже быть несколько источников дохода. К примеру, основная работа, и у вас еще там вы отдельно подрабатываете. Может принести вам это новолуние такое. Обязательно его используйте, прописывайте свои финансовые цели. Не абстрактно, а именно конкретно, сколько зарабатывать, к какому месяцу, какие действия вы будете делать. И, кстати, у меня есть гайд «Карта желаний». Это инструкция, которую я оттачивала последние 5 лет. Я сама делала, дорабатывала, проверяла на себе, и по этой карте у меня все сбывается. Самое главное, в ней есть крючок, как запустить карту сразу в течение 2 недель, чтобы она начала работать, а не просто лежала и пылилась. Стоит она как 2 чашки кофе. Я оставлю в закрепленном комментарии, в описании под этим видео будет магазин, ссылка, можете переходить, приобретать. И по новолунию это очень круто, потому что это новолуние именно в финансовом доме. То есть вы сейчас можете заложить намерение, машину, дом, может быть увеличение финансов, новую работу.
Очень круто, потому что это новолуние именно в финансовом доме. И я прописывала, какие дни, какие лунные циклы лучше всего делать карту желаний. По секторам, по цветам. Все вам расписала. Просто берите, делайте и действуйте. Если вам задерживали какие-то выплаты, перевод, то именно в ближайшие 2 недели после 15 июня вам будут поступать деньги, переводы, банковские переводы, онлайн-переводы. Пишите, делитесь, что у вас там с финансами. И пишите, кто из вас будет покупать транспорт, потому что я думаю, что многие тельцы будут его менять, продавать, покупать, тем более по знаку Близнецы, по второму дому гороскопа. 17 июня напряженный день. Венера, ваша планета-управитель, в 4 доме семьи, места жительства будет делать, с одной стороны, гармоничный аспект к Нептуну и Сатурну в 12, но с другой стороны будет в оппозиции к Плутону в 10 доме карьеры и статуса. Сразу две энергии: мягкая, гармоничная и напряженная, давящая, требующая решения здесь и сейчас. Вас может тянуть домой, захочется уюта, тишины, побыть с семьей, заняться ремонтом, семейными вопросами, перестановкой, переездом, просто отдохнуть в своем пространстве. Помощь будет приходить от женщины, родственницы, подруги, или вы сами проявите заботу о близких, но одновременно с этим включится давление извне, с работы, от начальства, от госструктур, от документы какие-то, от людей, которые имеют над вами власть. Вам могут позвонить с неожиданным требованием, поставить перед фактом, вызвать в налоговую, миграционную службу, заставить срочно решать вопрос, касающийся вашего статуса или карьеры. Придется разрываться между семейными делами и какими-то рабочими делами или делами государственными, которые там, я не знаю, документы, возможно, какие-то, да, срочно нужно идти, что-то доделывать, переделывать, доносить, собеседования какие-то. Оппозиция Венера-Плутон может давать и финансовый конфликт, да, всплывут ошибки какие-то в документах на недвижимость, налоговая задолженность, спор о наследстве, требование срочно что-то оплатить, штраф какой-то. Плутон в 10 доме давит, и это давление будет ощущаться как несправедливое. В отношениях может быть ревность, борьба за контроль, кто-то из близких может предъявить претензию, или вы сами сорветесь на того, кто рядом. Не вступайте в конфликты, если на вас давят, не отвечайте в тот же момент, возьмите паузу. Лучше в этот день не подписывать документов на эмоциях, особенно если они касаются недвижимости, финансов. Энергию Плутона направьте на очищение, разберите завалы в доме, выбросьте старое, наведите порядок в бумагах. А тринг Нептуну и Сатурну дадут вам интуицию и дисциплину. Используйте это, чтобы спокойно, методично разобраться с тем, что всплыло, но не рубите с плеча. 21 июня Солнце переходит в знак Рак, ваш 3-й дом гороскопа. Тема, которую Меркурий только нащупывал в начале месяца, получает ясность и силу. До этого могли идти разговоры, звонки, обсуждения, может, вы искали какую-то информацию, намеки, может, вы ходили на собеседование, искали работу, подработку. Сейчас включается Солнце, само событие, и для многих из вас, тельцы, это может быть физический переезд, но не иммиграция, а недалекая страна, смена района, переезд в соседний город, новую квартиру в черте вашего же населенного пункта. 3-й дом – это короткие перемещения, не дальние горизонты. Можете наконец-то получить ключи от дома, от квартиры, которые ждали, подписать договор на аренду. Не знаю, может, договор купли-продажи, можете въехать в новый дом, документы на недвижимость получить, которые зависали или требовали уточнений. Сейчас все это будет в движении, будет оформляться, но все-таки Меркурий будет ретроградный. Смотрите, если вы сейчас наделаете ошибок, то исправить их сможете только после 23 июля. Еще может быть покупка автомобиля, семейная поездка к родственникам, их приезд к вам. Может, на лето к вам мама приезжает, или сестра, или вы к ней. Транспортная тема сейчас очень сильная. Если вы работаете в транспортной компании с логистикой, очень много у вас будет передвижений, документов, заказов. Главный фокус именно смена места жительства в пределах вашей привычной географии. Делитесь, переезжаете ли вы в другое жилье, другой город, район, что у вас там происходит в теме поездок и семьи. Ваш новый дом ближе, чем вы думаете, тем более, если вы искали, если вы старались, если вы объявления смотрели. Вот сейчас включается энергия Солнца, оно высветит эту тему. Не упустите этот момент, действуйте, вся энергия 3-го дома будет активна до середины августа, так что процесс не закончится одним днем, но стартует сейчас в июне.
25 июня напряженный день, но знаете, что я хотела у вас еще уточнить? До того, как Солнце перешло в третий дом гороскопа, оно шло по вашему второму дому, сектору личных денег, заработка и трат. И у многих из вас в первой половине июня были поступления, переводы денег, получали долгожданные оплаты, совершали крупные покупки, возможно, пересматривали свои финансовые привычки. Делитесь, пишите, приходили ли вам деньги в первой половине июня и что происходило вообще с вашими финансами. Как проигралось, в каком ключе. 25 июня Солнце уже в третьем доме гороскопа в Раке, и в этот день оно встает в точный квадрат к Нептуну в вашем 12 доме. Конфликты ясности и тумана. Солнце хочет действовать, говорить, ехать, подписывать, а Нептун все запутывает, скрывает и вводит в заблуждение. Информация в этот день искажается, вам могут передать что-то не так, не договорить. Вы можете неверно понять собеседника, упустить важную деталь в документе. Не подписывайте бумаги, особенно если они касаются дома, наследства и семейных дел. Потому что именно в этот день допущенная ошибка будет исправляться вплоть до 9 августа. Уже по ретро-Меркурию потом она может всплыть. Какие-то поездки тоже под вопросом в этот день, могут быть задержки, путаница с билетами, сломанный транспорт, пробки. Если возможно отложить собеседование, перенести консультацию или просто закладывайте запас времени, терпения, может всплыть то, что скрывалось, разговоры за спиной, манипуляции, старые тайны, о которых вы не знали. Нептун снимет пелену, и вы увидите то, чего раньше не замечали. Просто запомните, что в этот день 10 раз проверь, 1 раз отрежь. Проверяйте информацию, не реагируйте сразу, давайте себе паузу. Это правило должно в принципе у нас в жизни действовать каждый день, но вот такие дни лучше осторожничать. 28 июня Марс переходит в знак Близнецы в ваш второй дом гороскопа, сектор личных финансов, заработка, имущества, ценных вещей, вашей самооценки. До этого Марс был в вашем знаке довольно-таки долго, давал вам личную энергию, желание действовать, проявлять инициативу, заявлять о себе. Теперь вся эта напористая, активная марсианская сила перетекает в сферу ваших финансов и заработков и останется там до 11 августа. Не только заработков, но и трат. Ваши доходы, расходы вообще очень резко активизируются. Деньги начнут приходить быстрее, но утекать также могут быстро. Появятся новые возможности для заработка, работы будет много, вы будете интенсивно зарабатывать деньги. Причем связано это может быть с тем, что вы умеете делать руками, головой или через слово, через продажи. Близнецы дают несколько каналов дохода одновременно и может подвернуться подработка, кто-то из вас возьмет дополнительный проект, начнете продавать свои услуги, консультации. Если вы давно хотели открыть интернет-магазин, начать вести платные курсы, заняться репетиторством, вот сейчас самое время. Марс любит быстрые сделки, посредничество, работу с информацией и транспортом. Все, что связано с логистикой, курьерской доставкой, текстами, общением, сейчас может приносить вам прибыль. Но есть и обратная сторона. Марс во втором доме провоцирует импульсивные покупки. Вам захочется тратить иногда необдуманно, особенно на гаджеты, подписки, технику, телефон, обучение, транспорт, машину, билеты. Можете ремонтировать машину, потребуются дополнительные расходы на нее. Проверяйте каждую трату, иначе к концу месяца вы рискуете не сойтись в бюджете. Деньги будут приходить и уходить, и ваша задача удержать этот поток в плюсе. Ну, еще Марс обостряет споры о деньгах. Могут быть конфликты с родственниками или партнерами на финансовой почве. Не поддавайтесь, это не время для выяснения, кто кому что должен. Решайте вопрос через цифры, а не через претензии. 29 июня происходят два астрологических события: полнолуние в Козероге в вашем 9 доме гороскопа и разворот Меркурия в ретроградное движение в вашем 3 доме гороскопа. 9 дом и полнолуние принесут вам итоги, кульминацию, получение результатов в теме поездок, виз, судов, юридических дел, высшего образования, публикаций, контактов с иностранцами, поездками за границу. Тут будет решен какой-то важный для вас вопрос, вы получите ответ, который вы ждали месяцами, решение суда, результат по визе или гражданству. Может быть подтверждение о зачислении в университет, колледж, известие о публикации или гранте. Может прийти документ, который подчеркнет ваш статус, и это точка, где ваши усилия последних месяцев принесут вам конкретные плоды и результаты. Но также полнолуние может принести вам дальнюю поездку, которую вы долго планировали, или финальную договоренность с иностранными партнерами. Если вы судились, подавались на ВНЖ, оформляли патенты, ждите ясности именно в ближайшие 2 недели после полнолуния. Все, что было запущено еще в декабре, сейчас выйдет на кульминацию. Принимайте результат, даже если он не совсем такой, как вы ожидали. В этот же день Меркурий в вашем
вашем третьем доме гороскопа разворачивается в ретроградное движение и будет ретроградным до 23 июля. Будет возврат к вопросам, могут возвращаться бывшие, люди из прошлого, коллеги, друзья, звонить, писать, будут переговоры, опять пересматриваться, затормаживаться, поездки потребуют пересмотра, может быть, старые связи какие-то всплывут очень важные, документы придется перепроверять, переоформлять, переподавать. Никаких резких движений, только пересмотр и все, что с приставкой переделывать, пересматривать, перепроверять. Все это делать можно с нуля, начинать лучше уже после того, как он развернется в прямое движение, после 24 июля. Я обязательно сниму отдельное видео по ретро-меркурию, дам рекомендации, что стоит обязательно делать по ретро-меркурию, чего не стоит делать, и для каждого знака отдельно, в каком секторе оно проиграется. Подробно расскажу и оставлю ссылку в описании под этим видео. Если забуду, просто переходите на канал, подписывайтесь, вам будут приходить уведомления. Кстати, 70% моих зрителей смотрят меня без подписки. Пишите, в чем секрет, почему вы не подписываетесь. Хотя смотрите меня. Некоторые пишут комментарии по 6-8 месяцев, но все равно не подписаны. 30 июня Юпитер, самая щедрая планета нашей Солнечной системы, переходит в знак Лев в ваш 4-й дом гороскопа на целый год. Сектор дома, семьи, недвижимости, ваших корней. И останется там до 20, не помню какого июля, до 2027 года. Для вашего знака будет чуть в напряженном аспекте, но все равно эта планета-благодетель удачи и расширения, она будет приносить прекрасные возможности, вам нужно за них хвататься. Это не тарин, по которому все будет сыпаться вам с неба просто так. Тут нужно будет добиваться, нужно будет активно что-то решать и предпринимать. Придется действовать и выходить из зоны комфорта. Сначала давайте вспомним, где Юпитер был у вас последний год, а он шел по 3-му дому. Сектор общения, поездок, документов, контактов, транспорта, переездов. Пишите, сколько у вас переездов за этот год было. Может, кто-то из вас вернулся на родину, может, кто-то кому-то переехала мама. Пишите, делитесь, что за последний год принес вам Юпитер в 3-м доме гороскопа. В этот период, может быть, у вас были перемены, не знаю, с братьями, сестрами, какие-то события у них, свадьба, рождение ребенка, переезд, или вы получали важные документы, права, диплом, визу. Вспомните, что происходило у вас в прошлом году, делитесь в комментариях. Теперь Юпитер переходит в 4-й дом и дает вам расширение дома и семьи. Целый год перед вами будут открываться возможности, связанные с улучшением жилья. А тут уже можете вспоминать, что у вас было 12 лет назад. Какие события в теме семьи, недвижимости, делитесь. Я сделаю отдельное видео. Смотрите, делаю отдельное видео по Юпитеру. Скорее всего, для каждого знака отдельно, но вы пишите, хотите, я для всех вместе сделаю. В комментариях я буду просить писать вас, что у вас происходило 12 лет назад. Вы будете читать и понимать, у кого что проигрывалось. Может быть, у вас также проиграется, такие же возможности прекрасные вас ждут. Я постоянно что придумаю. Вот мне только дайте, я буду придумывать. Поэтому я вам оставлю ссылку, когда запишу на Юпитер. И очень-очень интересно. По Урану тоже очень классно было. Я записывала для каждых знаков. И вот предыдущий знак писал, что у него происходило. И будущий знак, к которому переходит Уран, к примеру, Близнецы. Они понимали, что примерно им ждать. Потому что Тельцы делились, когда Уран был у них в 1-м доме, что происходило. Так вот, у кого-то из вас в роду будет пополнение, рождение ребенка, внука, племянника, могут быть свадьбы, помолвки, возвращение к семейным традициям, успехи детей станут для вас предметом гордости, семейный бизнес, работа из дома, аренда недвижимости, продажа. Все это может пойти в рост. Юпитер во Льве любит, когда дом становится местом силы, праздника и изобилия. Но квадрат будет требовать действий. Само собой, ничего не свалится вам на голову. Хотите расширение жилплощади, делайте какие-то шаги. Ищите варианты, договаривайтесь, работайте, вкладывайтесь. Пишите в комментариях, какой вам формат подходит, отдельно для каждого знака или одно видео для всех. Делитесь, что у вас происходило. Пишите в комментариях по этому Юпитеру «Принимаю с благодарностью изобилие финансов в свою жизнь». И я благодарю вас за просмотр. Прошу вас, ставьте лайки, подписывайтесь, оценивайте, пожалуйста, мою работу. Для меня это очень важно. Пишите в комментариях. Я всегда всем отвечаю. Есть вопросы? Пишите. Благодарю вас за просмотр. Желаю вам удачного и счастливого месяца июня, дорогие тельцы.